Когда я впервые установил Brawl Stars, первой мыслью было: это очередная игра-однодневка, играть слишком легко, а персонажи не имеют каких-либо различий в отличие от моба игр. Спустя 2 года игры могу уверенно сказать, я сильно заблуждался. Всем привет, с вами Леший, и это топ-8 советов новичкам, которые помогут играть как про. Это видео будет полезно не только новичкам, но и старым игрокам, так как в нем я постараюсь дать реально полезные и неочевидные советы. При описании каждого совета на экране будет показано все, о чем идет речь, а у видео есть электронное оглавление для вашего удобства. Поехали! Первый совет – ручная атака. С первых же дней учитесь наводить атаку вручную. Если вы новичок, то поначалу вам будет казаться это бессмысленным, когда есть автоатака. Но раскрою небольшой секрет. На первых порах вам будет часто попадаться в противники либо боты, либо такие же новички, которые не умеют уворачиваться от ударов. Поэтому, чем раньше вы начнете вручную наводить атаку, тем быстрее станете на голову выше соперников. Заведите себе правило. На всех дальниках, вроде Брока, Кольта, не используйте автоатаку. Тоже касается и дальних суперударов. Второй совет. Мансите. Учитесь уворачиваться с первых дней в игре. Как вы, ваши первые соперники не умеют нормально целиться. Если вы с самого начала научитесь двигаться из стороны в сторону, то соперники с автоатаками не смогут по вам попадать, и вы будете против них почти неуязвимыми. Этот совет очень важен. Даже на высоких кубках некоторые игроки автоатачат, поэтому грамотно уворачивающиеся соперники могут даже без прокачки бравлера легко победить 1 на 1. Третий совет. Правильная трата золота. Этот совет касается прокачки бравлеров. Если ваша цель максимально прокачать аккаунт, то для вас самая эффективная схема — это ежедневно покупать золотые монеты и очки силы в магазине. Да, ваши монеты будут заканчиваться, и вам будет не хватать на прокачку каждого бравлера, но это и не нужно. Секрет этого совета в том, что когда у вас будут получены очки силы на каждого из ваших персонажей, из ящиков начнет выпадать в несколько раз больше золотых монет, и вы сможете очень быстро прокачать силу персонажей. Идеальная ситуация, когда у вас есть один бравлер с 7 силой, чтобы иметь возможность выбить гаджет, и один бравлер с 9 силой, чтобы иметь возможность выбить пассивку. Плюс всегда скуплены очки силы из магазина. А уже излишки монет можно вкладывать в остальных бравлеров. Скажу по опыту, не прокачивая силу ни одного из персонажей, реально заработать не менее 10 тысяч общих кубков. Если не верите, посмотрите видео с моего проекта «Путь лайков». Там я как раз прокачиваю персонажей по этой схеме, не поднимая им силу. Поначалу это может показаться вам сложным, поэтому можете прокачать любимых персонажей до 4-5 силы, но качать выше уже стоит избирательно. Четвертый совет – избирательная прокачка. Для прокачки на 7 и 9 силу выбирайте тех бравлеров, гаджеты звездной силы которых меняет механику игры за этого персонажа. Например, гаджет Джесси замедляет врагов, либо ускоряет турели, и это сильно сказывается на вашей игре. Звездная сила Ниты делает ее мишку очень быстрым, и с этого момента он становится страхом противников в ограблении. Но, к примеру, звездная сила Эмс просто поднимает ей урон, или пополняет здоровье от суперудара. Это полезно, но не добавит новых возможностей персонажу. Пятый совет – поиск уникальности. Этот совет уже сложнее. Каждый персонаж уникален. Чтобы играть в про, изучите особенности каждого персонажа, которые выделяют его из общей массы. Изучили? Начните делать на них упор. Я не слышал ни от кого этот совет, но именно это является залогом того, что вы быстро начнете играть профессионал. Например, особенность Джесси, ее турель и массовая атака. Старайтесь стрелять во врагов чаще, когда они кучкуются вместе, чтобы быстрее накопить на турели. А когда накопите, используйте ее бережно. Не кидайте прямо под ноги врагов. Старайтесь поставить ее в место, где она будет атаковать врагов вне досягаемости от их атак. Если вы все сделаете правильно, то уже турель накопит вам новый суперудар до ее разрушения. При использовании этого совета не забывайте, что у некоторых персонажей сильно меняется механика при получении некоторых гаджетов и пассивок. А если вы хотите более конкретный совет по уникальным фишкам и механикам персонажей, пишите вопросы в комментариях. Я всегда читаю комментарии и отвечаю на вопросы. Также о таких вещах я рассказываю в гайдах. Ссылка на плейлист есть в подсказке. Шестой совет. Копите гемы. Если вы планируете играть без доната, то лучший способ потратить гемы – это купить платный Brawl Pass. Ни одна трата гемов не сравнится с выгодностью боевого пропуска. Без доната вам придется копить несколько сезонов, но это того стоит. Вторая по выгодности трата – покупка удвоителей жетонов по акции. Но это имеет особый смысл, когда у вас уже есть Brawl Pass. Седьмой совет – игра в команде. Если вам интересны бои 3 на 3, а по моему мнению это самый скилл-зависимый режим, то в самом начале особенно важно найти хотя бы временную команду. Дело в том, что на низких кубках рандомы, то есть случайные игроки, имеют низкий уровень игры. Из-за этого они играют хаотично, часто не дают вам научиться нужным навыкам. Например, вы боитесь им давать пас в брауболе, или не доверяете собирать гемы, хотя конкретно ваш бравлер может не подходить для роли нападающего или сборщика. Я молчу о том, что часто в начале игры нужно расходиться по флангам, а многие рандомы даже не догадываются,
догадывается, что такое существует. Найти команду не так уж и сложно. Например, зайдите в меню «Возможные друзья» и добавьте тех, с кем у вас было больше всего игр. Затем просто зовите их в команду и играйте. Другой вариант — это поиск через лупу. Там всегда подбираются игроки примерно ваших кубков, но уже то, что они ищут тиммейты через лупу, говорит об их более высоком уровне, в отличие от рандомов. Я не буду здесь рассказывать про все способы найти команду. Если вам интересна эта тема, напишите комментарий, и я сделаю отдельное видео о том, как найти тиму. Если вы все же не смогли найти тиму, либо не хотите ее искать, то не бойтесь играть в одиночку. Я знаю много людей, кто играет только ШД, одиночное столкновение или парное, просто потому что не может найти тиму и боится играть 3 на 3 с рандомами. Лично я играл всегда только 3 на 3, только с рандомами. Это мне не помешало взять много 25-х рангов на аккаунте. 8-й совет. Supercell ID. Привяжите свой аккаунт к Supercell ID. Это реально очень важно. Я знаю много людей, кто менял, терял телефон, просто забывал пароль от аккаунта, и из-за отсутствия привязки навсегда терял аккаунт с 10 или даже с 20 тысячами кубков. Служба поддержки редко помогала в таких ситуациях. После привязки никому не давайте почту и не говорите коды, приходящие на почту. Таким образом у вас могут украсть аккаунт. Также после привязки вам дадут скин Волшебник Барли, а вместе с ним и самого Бравлера Барли, если у вас еще его нет. Это очень полезная вещь, потому что она ускорит прокачку аккаунта на раннем этапе. И это были топ-8 советов новичкам, которые помогут играть как про. Я постарался сделать этот ролик не слишком длинным и рассказал лишь самые основные вещи. В Brawl Stars много интересных механик, неочевидных вещей, фишек, а уровень игры здесь крайне важен. Поэтому мне есть что еще вам рассказать. Если вы хотите увидеть продолжение ролика и следующие советы, ставьте лайк. По количеству лайков я пойму вашу заинтересованность. Если же вы новичок и хотите увидеть более простой гайд по Brawl Stars, где я расскажу совсем основы, напишите комментарий, чтобы я узнал, сколько вас. С вами был Леший. Добрых вам тиммейтов, вежливых соперников.